Возьмите ручку между указательным и средним пальцами, так как показано на видео. Это и будет начальной позицией выполнения данного трюка. Первый этап изучения. Учимся перекидывать ручку из слота 1-2 в слот 2-3. Для этого нужно поднять указательный палец, и когда ручка немного перекинется через средний палец, опустите безымянный. Второй этап изучения. Учимся перекидывать ручку из слота 2-3 в слот 3-4. Ручка находится в слоте 2-3. Чтобы ее перекинуть в слот 3-4, поднимите средний палец, и когда ручка перекинется через безымянный, опустите мизинец. Третий этап изучения. Учимся делать два паса подряд. Для этого делаем сначала пас 1, 2, 2, 3, после чего, не задерживая ручку в слоте 2, 3, сразу переходим к пасу 3, 4. Доведите это движение до плавности. Четвертый этап изучения. Учимся делать пас 3, 4, 2, 3. Ручка находится в слоте 3, 4. Сначала нужно согнуть указательный и средний пальцы, после чего опустить мизинец и поднять средний палец. Это самый непростой этап трюка, так как мизинец менее подвижен. Уделите этому этапу больше времени на изучение. Пятый этап изучения. Учимся делать пас 2-3, 1-2. Ручка находится в слоте 2-3. Чтобы сделать пас, опустите безымянный палец и поднимите указательный. Это и будет конечной позицией трюка. Шестой этап изучения. Соединяем эти два паса в одно движение. Для этого сделайте пас 3-4, 2-3. После чего, не задерживая движение, делаем пас 2-3, 1-2. Доведите это движение до плавности. Последний этап изучения. Учимся делать все пасы подряд. Для этого сделайте каждый пас по очереди один за другим. Поначалу трюк будет выглядеть неплавным, но со временем вы его доведете до идеальной плавности. Удачи в изучении!